Привет-привет! Сегодня мы с вами займемся украшением альбома и начнем, конечно же, с первой страницы. В основу композиции я бы хотела положить какую-нибудь самодельную высечку, подходящую по цвету к фону. Вот это мне нравится, здесь присутствует такой же бирюзовый цвет, как и на этой бумаге, но высечка слишком большая, надо поискать другую. Возьму вот этот уголок, мне кажется, он сюда идеально подходит. Опять же, посмотрите, бирюзовый, бирюзовый, бежевый, бежевый. Хотя, скорее всего, часть из этих цветов закроется. Также у меня лежит с доисторических времен вот такой винтажный стульчик, вернее кресло. Мне кажется, он сюда идеально подходит за счет того, что сочетается по цвету с этой бумагой. Высечка на кальке. Кто-то из девочек мне ее присылал, она очень красиво переливается. Мне кажется, блеск здесь не помешает. Так, добавлю текстиль. Показывала я вам уже вот эту бахрому, очень она мне нравится, поэтому хочу ее здесь использовать. Положу под высечку. Затем надпись. С надписью я определилась раньше. Я хочу, чтобы здесь была надпись «Наш день». Все надписи у меня будут на английском языке. Добавим цветов. Нельзя использовать слишком объемные, потому что расстояние у меня между страничками всего 1 сантиметр, но там же у нас наложились еще подложки, раскладушки, поэтому по факту расстояние несколько меньше. Очень сюда хорошо подходит вот эта роза, но она слишком объемная, поэтому использовать я ее не могу. И вообще оказалось, что у меня почти нет бирюзовых цветов, поэтому буду выкручиваться уже по ходу. Коричневый цветочек вишни. А под него положу вот такой вот плоский бирюзовый. Так. Коричневый бирюзовый, наверное, можно сделать вот сюда. Так. И чтобы вот это место не было пустым, хочется его немножко акцентировать, положу сюда вот такой блестящий камушек. Посмотрите, у меня получается, что камень как бы на пересечении многих деталей. И цветок, и кружево, если его продлить внизу, и стульчик. То есть я хочу его вот сюда прямо приклеить, и он у меня будет объединяющим элементом для многих деталей. Так, затем, что бы мне еще добавить? Ну, цветочек один как-то не очень хорошо. Наверное, надо добавить сюда еще один. Например, вот такой. Он, не сказать, что он прямо сильно по цвету мне подходит, но за счет того, что он довольно-таки приглушенный, я думаю, неплохо сюда впишется. Так, затем я положу, наверное, высечки вот такие из крафта. Я специально сделала от штамповки. Одной веточкой я вытяну композицию вверх, а второй в сторону. Вот так. Чтобы еще добавить? Можно вот такой вот цветочек добавить. И его я, наверное, сделаю под голубой плоский цветочек. Вот так. В целом мне нравится, как это все выглядит. Единственное, что меня смущает, то что нижняя линия как будто бы обрубленная. Я не люблю, когда композиция заканчивается так четко. Поэтому хочется чем-то ее разбавить, вытянуть ее вниз. Наверное, вот можно взять для этого ключик вот такой. И тоже, чтобы вот он не совсем у меня в воздухе болтался, надо его вот сюда сделать. Нет, все-таки, наверное, ниже, иначе у меня линия никак это не прерывается. То есть кружево надо будет чуть-чуть поднять вверх, а ключик у меня немного вытянет композицию еще и по вертикали. Так, ну, пожалуй, все. В принципе, меня все устраивает. Можно попробовать еще разбить эту линию. Что для этого только взять? Так. Ничего. Нож упал. Ничего подходящего нету. Вот, смотрите. Есть вот такие вот перышки. Это, конечно, цельная гирлянда, но мы вполне можем ее разрезать. Я сейчас примерю. Не знаю, буду ли я ее здесь использовать, не уверена. Но попробовать-то можно.
Так, какие-нибудь из этих перышек, но одно как-то не очень будет смотреться. Надо явно взять два пера, или эти, или эти. Мне кажется, которые смотрят вовнутрь, будут здесь лучше подходить. Секундочку, подниму упавший нож. Все, нож вернулся на родину. Теперь надо будет обрезать перышки. Делаю это прямо варварской рукой. Так и так. Так, ну что, смотрим. Зря ли я их вырезала? Все вверх немножко. Так. И вот так. Ну, кстати, смотрится в целом неплохо. Мне нравится, как выглядят эти перышки. К тому же, я думаю, что надпись «Наш день», скорее всего, я покрою эмбоссингом. Это будет вот такой золотой эмбоссинг. Потому что мне нужно, чтобы что-то перекликалось и с коричневым цветочком, и с крафтом, и вот с этими кнопочками, братцами, которыми мы укрепляли корешок. И, конечно же, с ключиком. То есть с ключиком будет вообще идеально сочетаться. Но, с другой стороны, мне очень хочется поддержать вот этот вот камушек блестящий. Поэтому, возможно, перышки я покрою эмбоссингом вот таким вот глиттерным. Но это я буду уже решать по ходу. То есть сначала сделаю эмбоссинг надписи, а уже с перьями решу, буду ли я делать эмбоссинг вообще. Цветочек я оставлю в том виде, в каком он есть, потому что мне нравится, как его цвет сочетается с подложкой и перекликается с цветом кружева. Поэтому в целом я оставляю композицию как есть. Осталось только покрыть эмбоссингом чипборд и все собрать.
Я украсила страничку, и теперь у меня переливаются все руки и стол. Ну да ладно. Как вы, наверное, заметили, в процессе сборки я немного поменяла концепцию. Я добавила 2 бирюзовых цветочка и поняла, что бирюзовые листья здесь явно будут лишними. Поэтому глиттерной пудрой я покрыла цветок. Он у меня полностью не помещался под плоский цветочек, поэтому я у него вырезала один маленький кусочек и добавила его с этой стороны в поддержку камушку. В целом мне нравится результат, поэтому можно приступать ко второму развороту. Про этот разворот я рассказывала еще на этапе подбора бумаги. Весь декор у меня начинается вот с этого бордюра. Сюда я подобрала немного другие высечки, они у меня будут в цвете марсала. Мне кажется, этот цвет тоже очень хорошо сочетается с бирюзой и коричневым. На эту страничку горизонтальная высечка. Конечно же, надпись. Здесь у меня довольно много места вытянутого, поэтому я и надпись выбрала длинненькую, Beautiful. Так, затем цветочки. Цветок вишни, который по цвету перекликается с высечками. На эту сторону я хочу добавить крафтовую рамочку. Вот так. И уже в эту рамочку также добавить цветы вишни, только 2 маленьких. У меня, как видите, если я приклею таким образом рамочку, она будет на фотографии болтаться, ну, практически половина ее. Чтобы для нее была какая-то опора, я взяла кусочек чипборда, обрезала его неровно для того, чтобы создать немного хаотичную линию. Расположу его под высечку и под рамку. Таким образом, рамочка у меня будет держаться на чипборде. Так, закрываем обратно. Так. Немножко можно даже подвинуть все это вправо. Вот таким образом. Чтобы добавить блеска, я также взяла камушки, которые покупала на AliExpress. Вот такой немного поярче розовый и чуть побледнее. Также я решила добавить на эту сторону текстиль, тем более у меня здесь осталось довольно-таки много свободного места. Вот такие шифоновые розочки. В пару к этому цветочку, пожалуй, сделаю еще коричневый. Сейчас вся композиция такая немного рыхлая получается, но когда я буду приклеивать, я скомпоную все плотнее. Листочек такой же, как я использовала на первой страничке. Мне очень нравится, как он смотрится. Добавлю его сюда. Также можно добавить еще металлическую филигрань. У меня это вот такой квадратик. И я его хочу положить под надпись. Только как бы это все так аккуратно сделать, чтобы у меня все не разлетелось. Так. Ну, в общем и целом, понятна задумка. Скорее всего, я буду придерживаться ее. Может быть, еще немного что-то добавлю по ходу, но это будет понятно позже. Теперь смотрите, меня в целом все устраивает, но здесь слишком бледная надпись. Я сначала думала покрыть ее также эмбоссингом, даже подобрала пудру, но мне кажется, что эта пудра слишком яркая для моего альбома. Поэтому я решила пойти другим путем и надпись покрою патиной от Примы, вот такой бирюзовой, и, возможно, сделаю небольшой акцент бронзой. Чтобы эта надпись у меня сочеталась с левой страничкой, такой же патиной я покрою фоновый чипборд.
Теперь, когда чиборд высох, осталось только собрать обе композиции. Займемся следующим разворотом. Здесь я тоже основной элемент декора определила еще на стадии создания страничек. И у меня это вот такая большая высечка. Для нее я специально предусмотрела вертикальную откидывающуюся часть. Она будет располагаться здесь. На соседнюю страничку я использую высечку в том же стиле, но немного другую по форме. Здесь у меня планируется вертикальная композиция, здесь горизонтальная. Поэтому я хочу дополнительно подчеркнуть это кусочками кружева. Располагаю на этой стороне вертикально, а на этой горизонтально. Так, немножечко припрячу его. Будет вот так. Затем здесь у меня выступающая часть фотографии, и я хочу, чтобы декор находил на нее. Поэтому я взяла вот такую круглую салфеточку и сделаю ее вот сюда. Мне кажется, она будет хорошо смотреться. Здесь у меня из крафта будет рамочка, вот такая овальная. Также можно добавить, например, филигрань. Я взяла вот такую вот тоже овальную филигрань и подложу ее под рамочку. Как бы все смещая на 2/3, да, видите, у меня здесь на 1/3 расположена рамка. Сам декор тоже, вот центральная его часть располагается на 1/3 по горизонтали, здесь центральная часть на 1/3 по вертикали. Затем надписи. На этой стороне у меня будет надпись You and Me, а на этой я выбрала более длинную надпись для того, чтобы опять-таки подчеркнуть горизонталь, и это надпись Together. Мне, кстати, нравится, как сочетаются эти две надписи, получается вместе ты и я. Далее добавляем объемных цветов. Хотя нет, эту сторону я, наверное, еще больше вытяну с помощью вот такого вот бронзового ключика. Ну, вернее, не бронзового, а скорее латунного по цвету. Но это не так важно. Чтобы он не болтался в воздухе, я здесь дополнительно расположу объемные цветы. Подобрала такие, которые сочетаются по цвету с моей высечкой. Это шифоновые цветочки, затем бумажный цветок вишни, ну и вот такой голубенький, потому что основной фон голубой. Если бы я сделала здесь еще такой же вот цвета марсала цветок, мне кажется, все бы это вместе слилось, а так получается интереснее. Так, ну и с этой стороны тоже цветочки я взяла абсолютно такие же, как и на этой стороне. Так, шифоновый и голубенький тканевый. Так, еще у меня есть вот такая вот высечка с часиками. Можно ее вот сюда припрятать и дополнить эту композицию еще вот такой веточкой. Спрячу ее под часики. Так, обратите внимание, здесь у меня есть перышки, поэтому я могу их, в принципе, добавить и на правую сторону, только в несколько другом виде. Для этого я взяла вот такой чипборд перышки. К тому же они у меня дополнительно вытянут композицию. Положу их под цветочки вот таким вот образом.
Так, ну осталось только добавить небольшие детали. Раз уж я делаю блеск на всех разворотах, то и сюда я тоже добавлю камушки. Этот положу в центр салфетки на пересечение с кружевом. Будет объединять эти два элемента. А этот камушек я расположу, пока не знаю куда. Может быть сюда. Ну или сюда, или может быть вовнутрь рамочки. Сейчас я еще сориентируюсь. Можно также добавить плоские цветы. Они, видите, тоже по цвету подходят, только более приглушенные. Этот цветочек я положу вот сюда. Он будет как бы логично заканчивать мою надпись и еще более сделает композицию разнообразной и разноуровневой. С этой стороны тоже можно сделать цветочек, но а куда бы его сделать? Так, ну пока сделаю вот сюда, под вот этот цветок, хотя не факт, что я его здесь оставлю. Может быть, потом переложу. Есть у меня еще вот такой вот очень красивый резной листочек. Думаю, что можно его вот сюда еще добавить, потому что на левой стороне у меня довольно много крафта, а на правой его значительно меньше. Так, надпись возвращаем. Вот, уже получается несколько сложнее композиция. Вот такие вот листочки я сделала вырубные. Но для них уже как-то особое место не нахожу. Сюда вроде слишком лохматая какая-то получается композиция. Сюда вниз. Здесь тоже как-то слишком. Ну, может быть, вот сюда попробовать их положить. В целом смотрится неплохо. Оставлю здесь. Также я планировала дополнительно немного украсить верхнюю часть фотографии. Здесь она у меня плотно приклеена, поэтому вполне можно сюда сделать декоративный элемент. И у меня это будет вот такой вензель. Весь чипборд с крапики, и, как правило, мне этого чипборда хватает, чтобы украсить практически любую мою работу. В целом мне все нравится. Единственное, мне кажется, что надписи слишком бледные для такой композиции. И я бы хотела их, пожалуй, сделать не бирюзовыми, как на предыдущих разворотах, а розовыми, причем вот такими вот блестящими. Но у меня нет ни красок подобного плана, ни пудр, поэтому я приготовила пудры, но взяла два разных оттенка. Это вот такой вот розовый, но он, наверное, будет слишком детский, если я сделаю его один. И вот такой вот блестящий. Я хочу попробовать совместить эти две пудры, наложить одну на другую и посмотреть, что у меня получится. Ну, если не получится, тогда, наверное, придется как-то по-другому задекорировать чипборд, но я возлагаю большие надежды именно на эти две пудры. Так что сейчас я декорирую чипборд, а потом собираю все композиции. Этот чипборд я тоже хочу покрыть пудрой, но не буду делать его розовым, потому что, на мой взгляд, будет слишком много ярких акцентов. Этот чипборд я покрою пудрой золотой, такой же, как делала на первом развороте, чтобы он сочетался с ключиком и в то же время не перетягивал на себя внимание. Неожиданно цвет получился очень даже неплох. Я, честно говоря, думала, что только розовый, если я оставлю, будет не слишком красиво. Но я же решила, что я хочу добавить все-таки блеска, поэтому рискну и попробую покрыть чипборд второй пудрой для эмбоссинга.
Я побоялась полностью перекрыть розовый цвет, поэтому глиттерную пудру нанесла только частично. И мне кажется, результат получился очень симпатичным. Сейчас покажу вам поближе. Ой, по-моему, очень красиво выглядит. Лично мне нравится результат. Отлично перекликается чиборд с камушками, точно так же переливается. Поэтому в целом выглядит все очень гармонично и за счет этого блеска достаточно празднично. Осталось только покрыть мне еще вот этот чиборд, и я приступлю к сборке. Обычно чиборд я покрываю пудрой на 2 слоя, для того, чтобы он был более ровным. Но в этом случае я ограничилась одним слоем, чтобы получить именно такой результат. Видите, чиборд не очень ровный, поэтому он не слишком блестит и не привлекает к себе излишнее внимание. На этом развороте, чтобы уравновесить объемный декор предыдущего, я решила использовать только плоские украшения и не слишком усложнять композицию. Здесь основным декором у меня служит чиборд. Это и надписи, и венок, вот такой ажурный листочек и завиток. Весь чиборд я покрыла эмбоссингом. Надписи с помощью пудры Garden Patina. Мне она очень нравится, она дает неровный бирюзовый оттенок, а с небольшими белыми вкраплениями. Знаете, как будто яйца малиновки в негативе. Листочек и завиток я покрыла пудрой Liquid Patina. Венок я тоже покрыла этой пудрой, но не полностью. То есть цветочки у меня задекорированы полностью, а в самих переплетениях я только одну линию обвела с помощью карандаша для эмбоссинга и покрыла пудрой ее. Поэтому у меня получается, как будто одна золотисто-серебристая линия переплетается с матовыми. Ну вот мы и добрались до заключительной страницы, будем ее украшать.
Под фотографию я положу вот эту высечку. Наконец-то наступил ее звездный час, больше никуда она у меня не помещалась. Здесь будем выстраивать центральную композицию, потому что особо выбирать не из чего. Кладу рамочку. Хотела бы добавить сюда бирюзовые цветы, но дело в том, что все, что у меня есть, это вот эти розы, они очень большие. Один цветок вишни и вот такая маленькая розочка. Но я решила, что я оставлю их на обложку, потому что ее тоже надо чем-то украшать. Поэтому попробую обойтись без бирюзовых цветов. Возьму вот такой цветок вишни. Он коричневый, сочетается с общим фоном. Темно-синий цветочек. Как видите, он у меня подходит вот к этой веточке. И тканевый цветочек с Алиэкспресс нежно-голубого цвета. Кладу его сюда. Так как бирюзу я все равно хочу сюда добавить, я сделала надпись ярко-бирюзовый с блеском. Использовала для этого две пудры. В основу нанесла пудру, сейчас найду, Garden Patina. Я вам ее уже показывала. А сверху добавила блеск с помощью пудры Wow. Цвет называется Калипсо. Так, выравниваем. Чтобы сделать композицию более интересной, я решила добавить чипборд. У меня это вот такая часть салфеточки, и ее я покрыла золотым эмбоссингом. Положу под рамочку. Вот таким образом. Чтобы поддержать бирюзу, я также решила добавить еще веточек. Мне очень понравилась вот такая вот веточка от скрапиков, но она у меня одна, поэтому я разрезала ее на две части и также затонировала в бирюзовый и покрыла блеском. Сделаю ее сюда, а эту часть положу сюда. Спрячу уголок под цветок, и будет казаться, что у меня веточка прямая, а не с таким изломом. То есть в целом у меня получается композиция хоть и центральная, но не совсем симметричная. Так, наверх я также добавлю завиток, покрытый золотой пудрой. Мне кажется, что вот эта рамочка слишком простая, и я хочу ее усложнить еще какой-нибудь поверх деталью. И решила, что для этого подойдет вот такая отштампованная рамочка. Кладу поверх. Так. Все, конечно, у меня немножко сдвигается, но ничего страшного. Возвращаю надпись на место. И в целом все немножко сдвигаю. Вот. Сейчас, когда я положила вторую рамочку, я увидела, что она у меня не плотно легла на предыдущую, а как бы приподнята. И мне кажется, что очень классно смотрится этот эффект, дает дополнительный объем. И я, пожалуй, даже попробую сделать внутри этой рамочки небольшой шейкер. Приподниму ее на кусочки картона, сделаю пленочку и заполню это пространство микробисером. Можно еще добавить вот такой камушек, я их использовала и на других страничках. Куда-нибудь сюда, чтобы еще больше добавить блеска. Вот мне кажется, что слишком много у меня получилось бирюзы и блеска сконцентрировано в одном месте. Пожалуй, этот камушек я переложу, а попробую вот сюда сделать наверх. Раз у меня композиция центральная, то в принципе небольшая симметрия не будет так уж страшно смотреться. Да, мне нравится, кстати говоря. Получается довольно такая как бы визуальная вытянутая линия за счет блеска, которая еще больше будет концентрировать наше внимание на фотографии. Ну, пожалуй, все, наверное, на этом я остановлюсь. Единственное, что я теперь соберу всю эту композицию, конечно же, и, как уже сказала, попробую сделать внутри рамочки шейкер как дополнительный интересный элемент.
Подготовку для шейкера я сделала. Я приклеила большую рамочку на основу, затем пленку на маленькую рамочку и еще добавила здесь слой из пивного картона. Теперь осталось только аккуратно собрать всю эту конструкцию и насыпать вовнутрь разные насыпухи. Надо сделать это максимально аккуратно и не переборщить, потому что рамочка небольшая. Какое-то свободное пространство там должно остаться для того, чтобы все это двигалось и переливалось. Хочу вас поздравить, мы полностью украсили альбом. Единственное, что я, может быть, еще сделаю, это на каждую страничку добавлю немного бисера. Впрочем, это все. А на следующем уроке мы с вами сделаем обложку и закончим альбом. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.